Вот это какая-то загадочная новость, не знаю, помогайте, выручайте меня. Международная федерация журналистов, это ладно, понятно, окончательно, ну тоже там проблемы есть, короче говоря, иначе бы люди не собрали, по-моему, порядка 50 тысяч евро на Bellingcat, которые сказали, мы будем независимыми журналистами. И люди в Англии, по-моему, там дали им денег, ну организуйте, все там оформите, нанимайте, делайте офис. Ну, если бы была прекрасная независимая журналистика в Британии, наверное, не собрали бы они так быстро и так много. Что-то мне подсказывает. Но, по крайней мере, у них в истории появления Bellingcat такая ситуация была. Тем не менее, ну вот что касается Союза журналистов России, вот здесь для меня вообще уже начинается некое темное пространство, черная дыра, черная кошка в темной комнате. Чего? Просто как может быть союз того, чего нет? Ну, допустим, окончательно исключила Союз журналистов России из отделения организации, то есть ткните мне пальцем, как он говорится, я хочу понять, то есть, может есть какой-то журналист в России, может какой-то союз журналистов, просто что-то из чего-то исключают. Я причем еще раз, журналист, да, ладно, ну, кстати, вы мне, может быть, действительно, я еще раз, я могу путаться, я воспринимаю некоторых, там, блогер, какое-нибудь расследование, такие люди есть. А там кто-то называет себя журналистом, Собчак себя журналисткой называет, но на себя то президентом, то журналисткой называет, я как бы уже путаюсь в этих палатах, там, где Наполеон, а где журналист. Вот, но с точки зрения, да, здравого смысла, то есть конкретное расследование, конкретно там тебя все ненавидят, потому что ты расследовал, истину откопал, а это вообще редко кому нравится. Ну, вы назовите мне, кто-то есть или нет. Ну, да, какие-то беглые, там, может быть, затравленные, может быть, что-то и есть, ну, не знаю. В общем, для меня это вообще пустой звук, я просто не знаю, что за журналистика, какая журналистика. Сейчас столько поводов уже, сейчас через день должны быть какие-то громкие заголовки, потому что столько всего происходит. Массовый мор среди ответственных лиц, там, высокопоставленных, ну, различных коммерческих структур, там, Газпром, Нефтепром, я извиняюсь, да, там просто уже люди заметили, что там все мрут, журналистов как будто нет. Ну, какие-то попадаются, ну и так далее. Ладно, едем итак. Короче говоря, в опубликованном 8 мая заявление СЖР назвал решение политически мотивированным и связал его с открытием отделений организации на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей Украины. Так, в СЖР, жир какой-то, утверждают, что создание отделений было необходимо для обеспечения безопасности, физической и социальной защиты журналистов, работающих на этих территориях. Организация также заявила, что не считает свои действия нарушением устава МФЖ и обвинила федерацию в политике. Короче говоря, из-за того, что они работали, я так понял, да, на территории, спорных территориях, то международники их выпнули. А зачем они там работали, я чуть не понял. Ну, они как-то объясняют, ладно. Я, кстати говоря, хотел, вот в 22 году я даже пытался, но я искал независимой журналистикой из третьих стран, не с моим английским как бы. Но все равно попытки такие были у меня, чтобы именно быть третьей стороной, ну, когда тебя как бы принимают обе стороны, особенно если спорная территория. Мне это кажется настолько очевидно, я не думал, что это надо обсуждать, потом как-то отмазываться. Что ученые там, когда что-то раскопки какие-то проводят, не ученый, дебил не может быть ученым. Какие еще раскопки? Я не верю в то, что такой может быть ученый, это дурак. Ну вот там его недавно куда-то там отправили, переправили. Членство, были даже они в новости, я не публикую новости о ноунеймах, на которых все знают, кому надо. Было приостановлено еще в феврале 23 года. Тогда исполнительный комитет Федерации запустил процедуру в соответствии со статьей 16 устава МФЖ про создание 4 отделений на оккупированных Россией территориях. Ну, еще раз, они считают оккупированные, Россия так не считает, давайте будем честны в терминах, потому что вот в данном случае это публикует The Insider, то есть, ну, уже не очень журналистика, потому что должен быть педантичен. Спорная территория, есть вполне конкретное понятие, спорная территория. Такие-то страны, и их охрененное количество, считают, что это принадлежит там Украине, Россия, ну, она занимает такое положение, что ее нельзя мнение не учитывать. Выкидывать ее, там, не знаю, из Софедов и из УОНов, там, не знаю, отовсюду ее вышвыриваете. Ну, еще раз, я не то, чтобы даже желала, есть понятие буква закона, международных договоренностей. Избавляйтесь от России там, не можете, не хотите, хорошо приплачивает, на карман кладет, на язык, на губу, за щеку, я не знаю, что, куда она деньги вам засовывает, что все возмущаются, что-то не принимают, а ее мнение, еще раз, это спорная территория, она ее считает своим, то есть Россия ее не считает спорной, Россия ее своей считает. Какие-то страны считают украинской. Человек, который пытается выполнять законы, вот простой обыватель, такой как я понимаю, а я что должен сделать? Давайте я это признаю, что это вообще моя территория.
Ну, будет третьим, да, меня же никто не станет слушать. Поэтому я обыватель. Так, чтобы было понятно, откуда это слово. Для меня это просто спорная территория. Эти говорят мое, а эти говорят мое. А я что должен сделать? Я должен 10 посольств обойти, чтобы туда путевку взять, там, допустим, ну, как пример, ну, то есть поехать, там, какую-то визу. Я, например, пытаюсь просто не приближаться к таким местам. Таких мест хватает. Вот, ну, короче говоря, мое такое мнение. А журналисты что-то объясняют. Ну, значит, они недожурналисты, потому что все то, что я сейчас говорил, должны говорить они, объяснять это долго, нудно. И, в общем-то, это их работа. А работаю почему-то этим я.